Всем привет, друзья, с вами Роликина, и на моем канале вы сможете найти множество различных видео по обучению данной игре. Сейчас видеороликов немного, но я активно играю и начинаю снимать контент по данной игре. Вы сможете найти и прохождение древних гробниц, и все события в игре, которые появятся. И любые вопросы вы можете задать в комментарии, либо в нашей группе ВКонтакте, и получить на них ответ от создания альянса там и любые другие вопросы. Если ты смотришь впервые мое видео или уже неоднократно был на моем канале и до сих пор не подписан, обязательно подписывайся, красная кнопочка будет внизу под видео, и пиши свой комментарий обязательно, если вам понравилась тема, не понравилась, либо другой вопрос по игре. Итак, мы сегодня поговорим в видео про героев, про новое оружие героев, про героев, которые лучше ставить на стену, про героев, которыми лучше атаковать, про героев с гарнизоном и так далее. Целиком тему, конечно, мы в видео не раскроем, будут выходить другие части по героям, и в которых более подробно будем разбирать каждого героя. Проговорим про связки, про звездочки, про все остальное. Перед началом ролика я хотел вам показать, использую вот такой вот эмулятор на компьютере, Nox Player, без разницы какой, там в принципе и другие есть. Есть такая интересная функция. Давайте мы по грабежу. Смотрите, давайте я сделаю сейчас случайный телепорт, найдем какую-нибудь цель, без разницы какую. Нам нужна цель. Так, мы ее не нашли. Еще раз в поисках переходим. Сейчас мы куда-нибудь... Вот, смотрите, да, вот он замок есть. И смотрите, как удобно грабить. Вот тут есть такая кнопочка, смотрите. Когда мы откроем тут дополнительное меню, у нас появляется мышка с записью. И смотрите, что нужно сделать. Чтобы вам не сидеть 2 часа, не грабить самому, вы можете этот процесс автоматизировать и сделать совершенно спокойно для вас, идти своими делами, заниматься, а ваш основной замок будет грабить, или неважно какой замок. Нажимаете вот тут вот старт, нажимаете на замок, который вы хотите ограбить, нажимаете атаковать. Тут выбираете поход, давайте вот так ускорим просто побыстрее. 1 поход, да, 2 похода. Можно 3 похода, если у вас есть, без разницы сколько походов. Все, дальше ждете, когда они придут обратно. Вот у нас пошел. Следующий ролик будет про дирижабль, про мега-конго, короче, меха-конго. Что лучше использовать. И, мои ролики будут относительно для тех, кто не донатит, поэтому забегу вперед, сразу скажу то, что дирижабли в основной поход лучше вставлять для тех, кто играет без доната. Кто не донатит, не прокачивает мега-конго, потому что прокачка его очень стоит дорого. Вот я спустя, получается, сейчас мы откроем, вот это вот не надо было делать, ну ладно, 55 дней я его только смог открыть. И я скажу вам так, то что он вообще слабый. Чтобы его прокачать, это еще фиг знает сколько нужно дней. А дирижабль у меня сильный, я в топ-20 по силе дирижабля в своем королевстве. И поэтому я использую дирижабли. Но это будет в следующем ролике. Дальше смотрите, вы как по ходу вернулись, вы нажали стоп. Вот тут открывается менюшка, вы нажимаете до приостановки вручную, сохранить. И вот тут запускаете старт. Смотрите. Старт нажали, тут закрыли. И вот он сам будет автоматически до приостановки вручную выбирать походы. И ходить грабить, пока вы сами этот процесс не остановите. То есть я показывал чисто на кавалерии. Вот он, видите, вот я ничего не нажимаю, это вот он сам выбирает. И вот эта вот запись, она будет повторяться. Как походы вернутся, он снова нажмет и их снова отправит. То есть мы дальше задерживать ролик этот не будем. Пользуйтесь функцией. Кому реально вот эта вот штука поможет, обязательно пишите в комментариях что-нибудь полезное, чтобы ролик толкался дальше. И теперь давайте переходим к героям, да? Какие герои у нас должны стоять на стене? Во-первых,
Где наша стена и как туда поставить героя. Вот она, наша стена. Когда мы нажимаем на стену, у нас есть оборона стены. И вот тут вот двух героев мы выбираем на оборону стены. Почему именно этих героев выбрал? Если вы ничего не выберете, у вас автоматически герои подберутся, то есть по силе, которые самые сильные, они автоматически подберутся, но они не отвечают именно за гарнизон. В основном у вас такие герои прокачанные для похода, для атаки. Смотрите, вот он ФЭП. У него, видите, значок вот тут вот. Вот он, класс героя. Подраздел, к какому он относится. Вот дальний бой, вот кавалерия, вот пехота. И есть у нас еще стражи гарнизона. Вот он, страж гарнизона, вот страж гарнизона. Есть еще один золотой страж гарнизона класса С. Дальний. Если он у вас выпал, вы его обязательно вместо фиолетового ставите на стену вместе с фэбом. И давайте теперь перейдем, то есть почему именно их на стену ставить, потому что они, давайте вот мы открываем, и вот тут если прочитать, при открытом навыке гарнизона, боевой способности вашей пехоты, кавалерии и войск дальнего боя поместье существенно повышается. То есть вот эти вот стражи в гарнизоне. Также данных стражей можно использовать как, допустим, вы захватили какое-то здание, и вы можете туда отправить данных стражей. Ну, если они у вас сильно прокачаны. То есть можем попробовать, поиспытывать. Но я таким не занимался еще, ни разу не проверял, не тестировал. Ну, вот на стене они у вас должны быть. По крайней мере, сейчас на данном этапе игры пока что-то тут дополнительно нового не вышло. Прокачивайте последний раунд, последнюю ему способность обязательно, потому что, видите, оборона ваших войск повышается на 15, а здоровье на 10. Вот этот талант нужно открыть. Чтобы его открыть, нам нужно прокачать вот этот вот полностью первый навык. Давайте перейдем к походным стражам. То есть вот я играю дальним боем, потому что дальний бой наносит максимальный урон по титану, максимальный урон по другим нежитям, там всяким различным. То есть это 100% проверено. Дальний бой он багнутый и наносит больше урона, чем другие виды войск. Смотрите, у меня на дальний бой выпал Тамир и выпала Фелиция. Вот эти два стража работают в связке. Вот тут вот есть связь. Сейчас я покажу это в походе. Вот видите, у меня открыт первый талант на максимум прокачанный навык. И последний навык. В каждом раунде имеется шанс запустить 60% наложить на вражеские войска эффект Крошева, который повышает полученный ими урон на 25%. Когда вы используете разных стражей, категории разных стражей в атаке, у вас не работает талант связь. Давайте смотреть. Переходим в атаку. Нажимаем атаковать. И сейчас, смотрите, у нас не работает этот навык. Такой навык есть только у золотых стражей, связующий. Если мы выбираем двух стражей дальнего боя, вот, такой навык есть. Чем больше у них будет прокачано звезд, тем больше вот этот вот навык будет работать. Откроется дополнительное еще усиление связи. Это вот преимущества, которые работают в связи. Если мы тут выберем одного стража, без разницы, даже золотого, но на кавалерию, вот эти вот таланты уже связующие, они не работают. Если мы выберем фиолетового стража на дальний бой, смотрите, то тут связь работает. Вот она, видите? Все у этого стража. Можно, конечно, тестировать, и я пробовал атаковать вот такой вот связкой. Хоть вот этот вот талант и не работает, ни у одного, ни у второго стража, ну, достаточно хорошо получается атаковать, потому что Пегги идет на пехоту, она защищает пехоту. При запуске навыка подъем духа ваши войска получают эффект благословения, повышая их здоровье на 15% длительности. И плюс вот этот навык, он у меня каждый раунд войска с шансом 50 наносит дополнительный урон войскам. И вот смотрите, тут повышает атаку вашей пехоты на 2%, пехота наносит 1% урона кавалерии.
и повышает оборону вашей пехоты. Как у нас идут войска? Смотрите, у нас пехота у нас хороша против кавалерии. Дальний бой очень хорош именно против пехоты. Ну, это вы можете, смотрите, где посмотреть. Открываем сюда. Вот тут вот нажимаем тренировать. И вот сюда нажимаете, смотрите. Сильнее против пехоты и слабее против кавалерии. То есть дальний бой проигрывает кавалерии. Смотрите дальше. Это вот тоже нужно учитывать при атаке, когда вы шпионите, смотреть, какие там войска находятся. Сильнее против кавалерии и слабее против войск дальнего боя. Желательно, конечно, суммировать поход. Использовать, если вы там играете, еще никем не играете или уже начали кем-то играть, используйте связку пехота-кавалерия, дальний бой-пехота. Вот эти вот связочки, они более-менее нормально работают. И можно использовать также, не обязательно стража использовать разного. Дальнего, вы просто берете двух стражей, как у меня вот сейчас на атаку заточены два стража дальнего боя. И пехоту берете с собой. Вот он, сейчас я вам покажу поход, которым я сейчас на данный момент играю. Войск пока что на данный момент немного, но и волк таким же походом, ой, не сюда. И таким походом же я атакую волка, вот. Вот такой вот поход. И когда у нас, смотрите, стражи, что еще по героям, то есть не стражи, герои, все путаю с другой игрой. Что нам делает звездный уровень? Смотрите, звездный уровень повышает урон, наносимый войскам дальнего боя. У Фелиции звездный уровень повышает урон дальнего боя, урон войск дальнего боя, ну плюс лимиты войск в походе и другие преимущества. А также не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Группа вот выглядит вот так, ссылочка на нее будет в описании и в закрепленном комментарии. Тут вы сможете найти свежие бонус-коды, которые работают, может быть старые, проверите на работоспособность, и полезная информация. Никакого спама в данном сообществе не будет. Также вы сможете найти в обсуждениях вопросы и задать свои вот вопросы по игре, вы обязательно тут получите ответ. Переходите и подписывайтесь на сообщество. Также у нас, смотрите, у стражи есть вот эта вот прокачка за золото, она повышает вот эти вот навыки. Как это работает, если честно, я вам сказать не могу, работает ли это вообще, потому что на некоторых стражей я достаточно много влил золота, там повысились навыки, но особо это никакого такого эффекта большого не дало. И давайте теперь перейдем вот. Смотрите, сейчас мы посмотрим теперь показатели. В будущих видео мы обязательно разберем вот эти вот. В будущих видео мы обязательно разберем с вами все вот эти вот параметры, которые идут у нас в бою. Какое что откуда берется. Сейчас я именно покажу по стражам. Смотрите, мы использовали урон дальнего боя. У нас 2 и плюс дирижабль дает 4. В итоге суммарно выходит 6. Параметр. И урон, наносимый войскам дальнего боя, это вот то, что Тамира дает, минус 2%. Это вот все отражается в этой статистике после атаки или после обороны. И давайте сейчас опять снайпер. И давайте сейчас мы перейдем с вами к новому оружию. У нас на каждого героя мы можем одеть по 3 предмета оружия. Добавилась эта функция совсем недавно. У нас это кольцо, меч и броня. То есть вот он меч, броня и вот тут вот, я так понимаю, наперсток. Когда мы нажимаем изготовить, у нас вот тут вот выскакивает, вот допустим, вот нам нужен меч. То есть проблем со свитками, вот хотя бы там, видите, даже зеленые есть. У меня даже вот такие свитки где-то есть, на какого героя, так, на броню нет, ну, есть желтый свиток в сумке. Где вот эти вот материалы брать, свитки, вот это вот все выпадает.
Все очень просто. Вы нажимаете, смотрите, вот победить лагеря армии нежити, вы атакуете лагеря, вам дается мешочки. Вам даются мешочки. И смотрите, также вы получаете это из наборов, если вы донатите, это очень быстро вы тогда откроете. И плюс задание предсказаний. Вы выполняете задание предсказаний, и вам тоже даются такие же мешочки. Сейчас я открою, я не знаю, есть они у меня в наличии, нет, таких сундуков больше нет. Но материалы мы можем посмотреть с вами в предметах. Вот, видите, это зеленый чертеж, зеленый чертеж, зеленый, зеленый, зеленый. Это уже... И они по классам делятся. Чем ниже класс, смотрите, открываем герои, да, вот сюда, оружие, подтвердить. И смотрите, чем ниже класс, тем ниже преимущество. Вот по одному преимуществу они дают. Зеленые уже дают по 2 преимущества. Б-класс дает уже по 3 преимущества. А-класс, смотрите, уже достаточно большое количество. И лимит войск по ходу повышается. И вот последний класс, это С. Уже видите, какое большое количество преимуществ и стартовые параметры. Я думаю, вот эти вот классы остальные, которые сейчас даются на угрозах, выпадает на лагерях вот этого вот класса D, самого низшего. Но чем выше уровень будет лагерей, я думаю, будет повышаться класс, и можно будет добывать уже класса С, класса Б. Плюс в событиях, я уверен, 100% будут события, где добавят вот эти вот класса А и класса С свитки и материалы. Всем спасибо за ролик. И еще хотел сказать очень важный момент. Смотрите, у нас есть группа ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на нее. Ссылочка на данную группу будет в описании. Тут вы можете задать вопрос по игре в обсуждениях, также посмотреть новые бонус-коды и заказать ферму, если вам нужно 15 уровня в любом королевстве. Всем спасибо за ролик, всем пока.